Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очередной рецепт очень вкусного, ароматного, быстрого и легкого пирога. Готовить его можно круглый год с любыми ягодами, фруктами. Он придется однозначно вам по нраву. Забирайте рецепт в копилочку и давайте начнем приготовление. Я только сейчас приготовила творог в домашних условиях. Посмотрите, у меня стекла сыворотка. Творог получается просто изумительный. И сейчас он у нас уже немножко остыл. Будем его сейчас применять в начинку. Посмотрите, какой он зернистый, красивый. Я оставлю ссылку под видео в описании, как готовится такой творог в домашних условиях. И сейчас нам нужно отвесить 350 грамм творога. Сюда же добавляю сметану. Сметана у меня 20% жирности, здесь 100 грамм. Сметану можно отвесить заранее, чтобы не было сыворотки. Сюда же добавляю 3 столовые ложки сахарной пудры, чтобы у нас очень нежная была начинка. Сюда же добавляю 10 грамм ванильного сахара или экстракт ванили, или одну пачку ванилина. Сюда же добавляем одно яйцо. Сюда же добавляем щепотку соли для баланса вкуса. И я добавляю натертые цедры. Чайную ложечку от лимона, можно от апельсина, но это не обязательный ингредиент, если у вас есть. И сейчас все хорошо смешиваем погружным блендером. Начинка готова. Будем готовить тесто. Добавляем в емкость 80 грамм размягченного сливочного масла. И сюда же добавляем 80 мл растительного масла, без запаха. Сюда же для баланса вкуса добавляем щепотку соли. И для того, чтобы наш пирог был нежным, влажным, вкусным, нам нужно масло взбить до побеления. Сначала смешаем муку и разрыхлитель. 330 грамм муки. Обязательно просеиваем. И сюда же добавляем 10 грамм разрыхлителя, либо 1,5 чайной ложки без верха. И все смешиваем венчиком, так, чтобы все равномерно смешалось. Этот пирог готовится очень быстро, поэтому сразу включайте на 180 градусов духовку, чтобы она хорошо разогрелась. Сюда же добавляю 180 грамм сахара. И продолжаем взбивать. Собираем все со стеночек в серединку и снова продолжаем взбивать. Опять-таки этот ингредиент не обязательный, но я добавляю 2 чайные ложки лимонной цедры свежей. Сюда же добавляю 4 яйца и желтки и белки вместе. Взбиваем. Все вот так смешиваем, чтобы мы не были в муке. Буквально долго взбивать не нужно, только до однородности. Проходимся обязательно по дну, чтобы у нас нигде не было комочков. И вот посмотрите, какая масса должна получиться. Она очень нежная. Все готово. И сейчас мы начинку. Я в узелочек завязала корнетик. Там у меня уже есть отверстие. Начинка жидкая. И мы ее выкладываем в корнетик. Вы можете просто в целлофановый пакет. Если нет ни того, ни другого, просто ложкой столовой выкладываете на пирог. Я очень люблю вот такую творожную, сметанную заливку. Звучит в пироге просто изумительно. И с любой ягодой, какая вам нравится. Вот лето начинается. И все, и я начинаю печь вот такие пироги. Хотя и осень, и зимой, и весной, круглый год вы можете готовить с консервированной либо замороженной ягодой. Готово. Форма у меня 33 сантиметра на 23. Стеклянная, огнеупорная. Вот так вот выстилаю пергаментную бумагу, так, чтобы было удобно доставать пирог. Так как у меня форма неразъемная, поэтому я выстелила пергаментной бумагой.
Здесь также можно будет еще одну полоску пергамента с ушками, чтобы удобно было со всех сторон доставать. Пирог у нас будет большой, увесистый. Немножко добавляю растительного масла. И сейчас пройдусь, обязательно смажу края там, где нет пергамента. У меня пергамент хорошего качества, силиконизированный. Вы на всякий пожарный обязательно промаслите, так чтобы потом не было фиаско. Тесто наше готово. На этом этапе мы можем немножко вылить тесто. И если у вас ягоды много, разровнять и добавить ягоду. Ну, в нашем случае это малина. Я не буду 2 яруса делать. Выкладываем все тесто. Вот так немножко, чтобы равномерно распределилось тесто. И как вам удобно, так и выкладывайте. Вот так вот мне нравится ромбиком. Очень красиво, когда в готовом виде. Тоненько не выкладывайте, у вас контраста не будет чувствоваться. Это очень красивый пирог, очень вкусный. И сейчас самый мой любимый момент. Ягодки выкладывать. У меня в данном случае малина 200-300 грамм. Я люблю побольше. У нас сахара в пироге достаточно, поэтому кислая ягодка в этом пироге очень приветствуется. Смородина, красная, черная. Любой фрукт, на ваш взгляд, с чем бы вы хотели попробовать такой пирог. Это не пирог, а находка. Выпекать будем в хорошо разогретой духовке при 170 градусах 50 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. У меня газовая духовка, я буду выпекать на верхнем ярусе. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Вот посмотрите, абсолютно должна быть сухая. Обычно середина очень плохо пропекается, а края прекрасно. Все сухо. А сейчас дадим ему остыть. И будем его извлекать из формы. Обязательно посыпем его сахарной пудрой и будем пробовать. Вот так проходимся по краям. Посмотрите, какой нежный пирог. Просто изумительно, как он пахнет. Итак, дорогие друзья, наш пирог готов. Один только внешний вид этого пирога чего стоит. А насколько он ароматный, нежный, влажный и вкусный, я вам просто не могу передать. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень благодарна за обратную связь. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.